Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я начинаю снимать мыльный влог. Первый после большого перерыва. Я все-таки решила вернуться в мыловарение. Пыталась я это сделать уже не первый раз. Всяко, когда попадаю в магазин для мыловаров, всегда что-то покупаю новенькое, свеженькое, но в итоге время так и не хватает, потому что и увлечений, и тому подобного много. Но сейчас я все-таки твердо решила вернуться. Сейчас я перебираю всякие новогодние отдушки, формы. Значит, почему я перестала варить мыло? Ну, как бы там разные были причины, но еще меня стала напрягать ситуация с отдушками, потому что я привыкла работать с отдушками качественными, хорошими, так как я и на заказ, естественно, делала, у меня было много заказов, и я привыкла предлагать качественные отдушки. А после всяких там санкций и тому подобного, американские отдушки, которые я закупала в Питере, они исчезли из продажи. Остались российские, да, еще был момент, когда можно было купить Франция, Германия, Англия, что тоже очень прилично. Но, опять же, стали многие магазины закрываться. Тоже были сложности. Один магазинчик, который я очень любила, сначала с Тверской переехал в другой район, потом вообще закрыл магазин и стал работать только по интернету, когда нужно было делать большие заказы. Но поскольку я мыльную основу опять же везу из Питера в Москву, то отдушки там как бы уже нету нужных, но по интернету закупаться в большом количестве мне не было смысла, и, короче, мне это все поднадоело. Ладно, в общем, перебрала я свои отдушки, отобрала, конечно, потрясающую корицу с апельсином, роза, ваниль, корица и еще что-то, это вообще перенюхала все ароматы. Американская отдушка «Питерский дождь» — это, конечно, бомба, но я даже не знаю, буду ли я ее делать на продажу. Вот по поводу двух отдушек даже думаю, «Питерский дождь», скорее всего, точно для себя так и оставлю. И роза, ваниль, корица, вот это вместе сочетание, наверное, проявлю эгоизм и только для себя. Хотя, не знаю, может быть. Но все остальное, конечно же, и для покупателя это уже редкость. Я, по крайней мере, вот в них, я уверена, это потрясающие ароматы. В России я много чего российского люблю, но отдушки у нас делать не умеют. Это просто на букву, простите, «Г». Там вот у меня стоят пигменты, тоже из магазина «Мыльная фантазия» из Питера. Это пигменты, это то, что, кто не знает, не мигрирует в мыле. То есть, когда многоцветное мыло делаешь, оно может стоять долго и не смешиваться. Здесь вот у меня есть просто красители из того же магазина. Это для мыла одноцветного. Тут у меня огромное количество всякого декора. Вообще просто и люфа, и абсолютно разное. Там вот еще куча всего интересного. Я взяла форму силиконовую «Снеговик». Это я у Тани заказывала. Ну, кто варит мыло, знает Таню. Она раньше была, сначала в Питере жила, сейчас она в Краснодар переехала. Конечно, формодел потрясающий. Вот, только ждать долго. Единственное, что, опять же, меня крайний раз, вот, да, вот еще я у нее собачку заказывала. А вот эти две формы уже не Танины. Они тоже очень хорошего качества. Я их брала в Беляево в магазине. Опять же, мыловары этот магазин знают. Магазинчик хороший, формы хорошего качества. Конечно, честно скажу, не такой силикон,
как у Тани, мягкий. Этот силикон пожестче, но качество все равно хорошее. Вот. И делают быстрее, можно там приобрести. Собственно, так у меня и получилось крайний раз. Я не помню, какой это был год, но до 18-го точно, по-моему, или 15-й, или 16-й, когда я конкретно психанула, заказала у Тани, круто заранее, и в общем попросила вернуть деньги, потому что вот уже нужно варить мыло, форм нет. У нее заказов было много, ну, как бы да, ее формы стоит ждать, потому что они лучшего качества, но как бы мне же тоже нужно было варить и как-то зарабатывать. Взяла вот у девчонок, очень довольна, но в итоге все равно меня вот тогда все как-то звезды и сошлись. У меня еще много других форм, но пока я взяла вот снеговика, елочку, мандаринку. И здесь вот у меня пластиковые формы. Я уже подготовила вот эти снежинки. А потом буду разбирать, что тут. Я купила новую с тигренком. Тут различные елочки. О, пряничный человечек. Как бы мне нужна была бы форма для выпечки такая. Эх. Хотя надо поискать, может быть, она у меня и есть, даже наверняка. Вот такие дела. Коньки обязательно буду делать. Может быть, снегиря. Ну а сейчас я покажу вам мыло, которое я успела сварить. Ну, вообще не очень много, но тем не менее. Так, начну вот с этого мыла. Это Миттельшнауцер. Меня уже сказали, его возьмут. Когда-то у меня такой шнауцер был. Грей звали. Классный был пес. Ну, в общем, вот такая вот милота. Дальше я сварила еще мыло. Вот такие снежинки. Ну, у меня 3 формы, поэтому я их заливаю разом. Такие вот ажурные. Ну и, как правило, сразу, допустим, по 3. Один цвет, потом еще какой-нибудь цвет. Ну, как-то так. Они с блестками еще, с косметическими. Ну, ничего не засоряют и так далее. Следующее это вот такое мыло Снегирь с рябиной. Вот. Тут еще присутствует пищевой перламутр. Следующие 2 кусочка мыла вот таких елочки. Они, кстати, всегда самые ходовые, потому что стоят недорого. При этом они и вроде бы простенькие, но довольно симпатичные. Тут и блестки присутствуют, и тоже пищевой перламутр, поэтому довольно хорошо выглядят и при этом очень недорого стоят. И можно кому-то как дополнение к подарку, можно как полноценный такой презент. Дальше я сделала мандаринку, такую вот очищенную, баночку варенья с ароматом черной смородины. У меня, как видите, вот все сделано. Вот. То есть не только я заливаю вот с этой стороны, я как бы везде заливаю. Ну а здесь единое целое. Вот. Дальше у меня 2 новогодних шарика. Здесь, конечно, такая ситуация. У меня с Новым годом 2 как бы разом тоже заливаю, как снежинки. Вот как снежинки, как елочки, потому что елочки у меня тоже 2 штуки. И есть вот такой шар с рябиной. Я его собиралась, как, ну вот если это прозрачное, да, здесь я собиралась
добавлять белый краситель, и вот это тоже делать другим цветом, то есть контрастным. Но в спешке я перепутала формы, и вот эта вся основа предназначалась вот для такого шарика. Ну, поэтому, ну что делать? В общем-то, просто такой вот он стал стильный. Вот, скорее всего, на подарок совушки. Здесь тоже блестки, все такое. Подарю человеку, который любит совушек. Коньки. Вот такие тоже у меня всегда хорошо идут. Каждый Новый год, когда я решаю варить мыло, тоже я заливаю не только вот здесь, а везде, как положено. Потом вспомнила, что у меня есть еще, оказывается, коньки. Ну и, соответственно, точно так же максимально приближенно сделала. Еще у меня елочка вот такая вот 3D. Пряничный человечек. Пахнет очень приятно французским печеньем. Пряничная елочка. Далее вот еще такое мыло с этим самым, с бокалами. Пахнет, у меня раньше было шампанское, отдушка, а сейчас я взяла яблочный пирог. Ну и, конечно, символ года, такая милота, тоже все как нормально сделано. Вот. И еще одно мыло, это, да, извините, я вся в блестках и в перламутре. Это вот кошка на окошке. Ну вот такие у меня достижения. Если данное видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи. Пока-пока.